Если Павел сейчас упадет, вообще будет хит сезона. Сразу в ТикТок, блядь, выставляю это видео. Печка от батьки называется. Не знаю, если будет много просмотров, отправлю батьке. Пусть за рекламу вышлет мне бульбы. Пару мешков. Так, друзья, всем привет. Сегодня вот в этом красивом доме мы делаем печь-камин. Енисей, производство Беларусь. Отличные печи. Батьке передавайте всем привет, кто его увидит. А мы продолжаем. Давай, расскажи, что ты сейчас сделал, скажи, Павел, давай. Зрители очень интересуются. Так, что мы сделали? Получается, пропилили отверстие. Так. И туда проходной узел уже готовый по ГОСТу мини-рисовский. От изготовителя фирмы. Сейчас, получается, будет накладка одеваться. Опять же, временно. Нержавейка блестящая. Да. Временно. И потом будет устанавливаться дымоход. Тройник, крепление и дымоход, да? Площадку монтажа, отвод. Ну все, сейчас все посмотрим, окей. Так, проем ППУ. Пожалуйста, друзья, готовые, купленные уже на заводе. Завод Феррум. Значит, он ППУ у нас состоит из оцинкованного листа, потом технологический воздушный проем, а потом обрамлена минеритовой плитой, короче. Так, заходим в домик. Домик интересный, утепленный, пленочкой, крыша. Это печь-камин Енисей. Да, Енисей. Производство Беларусь. Пока времяночку мы все поставили, прикрутили, стен пока нету. Те заказали модель, они или это ты предложил? Заказали, конечно, они. Это они нашли в интернете ее? Нет, нашли на сайте. А, на сайте? И она понравилась, да? Да. Да, вот это мне звук, знаешь, вот очень тихий будет. Да, ну давай вот так, рассказывай. Они нашли на сайте у вас. Нашли на нашем сайте, получается, данную модель печи. Да. Им она внешне именно понравилась. Ну и по объему она по кубатуре дома тоже подходит. Дом у них достаточно утеплен. Как достаточно? Дом термос, можно сказать. Ну да. То есть теплопотеря получается минимальная, но есть только за счет окна. Печка получается на 12 киловатт. То есть до 120 квадратных метров считается. Вот. Имеет большие стекла, то есть и боковые. То есть вот здесь по кругу идут стекла, и это очень будет, конечно, когда зажечь, да? Да, тут система чистого стекла, то есть вот за счет поддува воздуха идет очистка стекла. Вот то есть оно может запотевать, да, и у нас происходит поддув. То есть если снутри посмотреть, там как бы отбойник стоит, воздух заходит, бьется в отбойник и распределяется по стеклу. И отсекает, да? Да, то есть опять же также оно и очищается от сажи. Само по себе оно очищается? Да. И передний тоже, да? Все то же самое. Тут вот эти. Это что за колорит такой? Это получается у нас конвекционная система, то есть конвекция считается там, где есть воздушный зазор между задней стенкой. Она у нас получается как? Для чего она нужна? Задняя стенка? Не, вот эта конвекционная. Ну, чтобы теплоотдача от печи была. То есть там нагревается она через эти отверстия. Холодный воздух у нас заходит снизу, то есть по боковой стенке, через заднюю часть топки, где у нас обложен шамотный кирпич. И выходит отсюда, сверху и с передней части воздух относительно горячий. А это вот, значит, у нас что? Это заглушка, то есть у печи универсальный, то есть выход, то есть и сверху, и сзади. Через крышу можно наверх поднять, да? И сзади также заглушечка, да, если надо? Если надо, да. То есть по умолчанию печка идет именно сверху. Друзья, ну вообще, я думаю, печка будет огонь. Мне бы дождаться, когда мы ее сейчас затопим. Я вам все покажу. Не уходим с канала, смотрим до конца. Собирается дымоход, применяются хомуты. Хомуты тоже заводские, Феррум. Все заводское. А крепиться дымоход будет вот на таких телескопических держателях, креплениях. Они выдвигаются вот этим, вот этот винтик. Вкручивается, он выдвигается на любую, значит, да, ширину и фиксируется. Так, ну чего? Первые 2,5 метра, не, первые 2 метра есть. С 4 сторон присверливаем на саморезу, это ПШО. Каждый стык. И потом уже обрамляем хомутом. В общем, для чего, да? Чтобы она стояла мертва. Никуда не делась. Некоторые... Никогда и никуда, да.
Ну, конечно, а некоторые очень много народу напишут, что вы, друзья, неправильно поступаете, но мы делаем качественно. Я отвечаю за свою работу. Из чего состоит дымоход? Консоль 2 штуки. Площадка монтажная. Тройник. ППУ проход. И можно проходить стены, так и крышу. Потолки и стены можно. Потолки и стены. Потом конденсатосборник, да. Ну, в общем, трубы, да. Сэндвич трубы какие, Паш, скажи. Что это? Размер, там, утеплитель, толщина, стенки. Сэндвич трубы 150 на 210. Толщина 0,8 внутренняя, 430 сталь. 430. Это Да. феррум, все феррум. Да, вот, всё друзья, смотри, даже этикетки все на ферруме. Кстати, хотел бы сказать по поводу хомутов, вот обжимных, вот этих вот. Многие не знают, но тут есть, получается, одна сторона побольше, одна поменьше. То есть многие не обращают внимания и пишут, что хомуты не обжимают. Все обжимают, просто надо правильно ставить. А где как их ставить? Где побольше? Где побольше, получается, на низ. На низ. Снизу. А поменьше вверх. Да. Это если мы дымоход собираем по конденсату. Да? Конденсат, то есть у нас внутренняя получается по конденсату, внешняя по дыму. Это чтобы, получается, вода стекала и не попадала в шов внутренний. Если что, утеплитель. То есть внутренний у нас по конденсату. Да, Внутренняя труба в сэндвич в самом. да, по конденсату. Ага, все окей. Собираем 3 метра. И еще одна будет сейчас труба. 4 метра. И все 4 метра мы сейчас закинем вот на эту крышу. Сейчас отойду подальше. Очень красивый дом. Да, заказчик его придумала сама. Так нарисовала. И вот воплотили они в жизнь. Вот такой красавец просто дом. Я его выложу на Инстаграм. Фотографии уже я сделал. Все, да? Сейчас поднимаем? А, еще одну? А, еще один хомут? Еще хомут. Ну. Так, 3 метра готово. Всем привет, друзья. Помахать не могу. Ну ладно, рискну. Бам-бам-бам. Всем помахал. Ну ладно, это не столь важно. Ну вот, друзья, дождик кончился. А сколько метров у вас вышина дома? Высота? 7 метров на конька, да? Нет, 6,5 точно. 6,5 до конька. А крыша чем крыт у вас? Это профиль? Ну, профиль, да. Здесь мы, друзья, устанавливаем белорусскую печь-камин Енисей. Печка от батьки называется. Не знаю, если будет много просмотров, отправлю батьке. Пусть за рекламу вышлет мне бульбы. Пару мешков. Пока его не сняли там и не посадили. Батьку. Ничего, ничего. Весь мир об этом говорит, и всем можно. А нам нельзя. Нам тоже можно. Ну, батьку мы уважаем. Батьки всегда качественные продукты все. Я сам покупаю, стараюсь продукты батькины. И супруга моя покупает батькины сельхозпродукты. Ну, у них вот и печки есть, да? Паш, а дымоходы есть у батьки, не? Есть, не знаешь, компания, фирма? Так, последний саморезик. И собираем огромную длинную трубу. Так, восстанавливаем лестницу. Отойду подальше. Наверное, вот отсюда будет неплохо, да? Так, друзья, повторяюсь, кто не в теме, мы сегодня находимся в Орехово-Зуевском районе. Делаем дымоход и устанавливаем камин. Завод-изготовитель Мета, друзья. Так? Да. Батькин котел. Батькин котел шикарный. Сейчас, когда его установим, когда мы растопим, все это покажем. И все вы можете посмотреть это на нашем канале YouTube и на нашем канале Яндекс.Дзен. Так что, кто еще не подписался, подписываемся. Так, ставим 4-ю трубу. Наступает самое сладкое, друзья. Самое сладкое. 4-ю трубу. И получается, трубы они по метру. И у нас в общей сложности сейчас будет 4 метра. И вот эту, блин, махину сейчас надо будет как-то запихнуть наверх. О. Так, зонтик уже поставили. Расскажи что-нибудь пока, а то зрителям скучно. Ну, я не знаю, что-нибудь там. Говори. Покупайте у нас камин со станок. Покупайте. Ну, опять реклама пошла. Ёп.
кабины с установкой. Крепим на саморезике, чтобы она никуда не стронулась, никуда не дернулась. Со всех 4 сторон. Сейчас раз, закрутили. О, да-да-да. Сейчас заказчица сфотографирует, как это было на память, да. И мы это выложим в Инстаграм. Так, ну вот, кадры исторические, друзья. Из-за этого мы ведем сейчас прямой эфир, чтобы вы посмотрели прям прямиком. Так, значит, поставили 2 лесенки. Высота здесь уже где-то до трубы, значит, 2 метра, 3, метра 4, наверное, уже высота готового дымохода. И сейчас еще 4 метра. Если Павел сейчас упадет, вообще будет хит сезона. Сразу в ТикТок, блядь, выставляю это видео. Там любят такие кошмарики. Давай, ну, ты уж не упади, Павел. Так, поехали. Друзья, намечается что-то серьезное. Это что-то уже из цирка. Цирковые акробаты. Так, поехала. Поехала труба. Друзья, смотрим. Хит сезона. 4 метра дымохода поднимаем. Ой-ой-ой, да. Это вам не хухры-мухры, друзья. Так, все, аккуратненько. Окей. Так. Может, подальше лучше отойти. Вот так, да. Вот так, да. Ну и вставляем. Или направляем. Потом вставляем. Так, нет, еще не все, еще не вставили. Оп. Все, да. Села. Еще. Оп, дома, друзья, смотрите, какой огромный дымоход, какой он высокий. И все это сделали всего 2 человека, так как у нас работают только профи. Ну, тут осталось совсем малость, это у нас 2 растяжечки сейчас будут. Там сейчас будет стоять хомутик специальный под растяжки и 2 растяжки крыши. Жестко прикручиваем, никаких там проволок, канатов, тросов. Все на жестких растяжках, чтобы труба стояла мертво, жестко. Уже темнеет. Последний кадр на улице. Поставили снегодержатель. Жесткие уголки оцинкованные, 3-миллиметровые толщина, да, перфорированные. Крепим прям к крыше. Все будет жестко. Труба стоять будет очень устойчиво и очень долговечно. Ну все, уже темно, освещения нет. Переходим в помещение.